Друзья, всем привет! Меня зовут Ляна, я приветствую вас на канале компании Deft Group. Здесь мы делимся интересными предложениями по приобретению недвижимости в Турции, а также рассказываем, как быстро, безопасно и без проблем переехать, жить и обосноваться в Турции. В мире наблюдается в целом неспокойная обстановка. Мы с вами, друзья, следим за новостями из каждой страны, где происходит волнение. Народы абсолютно всех стран, где происходит какая-то тяжелая обстановка, на протяжении долгих лет ищут прибежище в Турции. Оно и понятно. Мягкий климат, 300 солнечных дней в году, прекрасное качество еды и самое главное, лояльная политика Турции ко всем приезжающим. В это неспокойное время все инвестиционно привлекательные страны мира в плане инвестиций в экономику и недвижимость взяли курс на упорядочивание правил по инвестициям, а даже иногда и на их ужесточение. Хочу на примере 3 тенденций, которые происходили в Турции за последние полгода, раскрыть вам глобальный посыл турецких властей и истинные причины принятия некоторых законов. Конечно, многие меры выглядят зачастую нелогичными и непонятны причины их принятия. Но давайте мы с вами разберемся детально и поймем, что двигало турецкими властями. Первая тенденция состояла в том, что мы наблюдали огромное количество отказов по виду на жительство по аренде. В этом случае глобальный посыл турецких властей заключался в том, чтобы ограничить количество проживающих годами на аренде иностранцев, при этом они нелегально работают, и этот огромный теневой сегмент никак не охватывается государством в плане налогов. Конечно, государство было недовольно сложившейся ситуацией и не нашли ничего лучше, чем принять такую меру. Еще одной причиной было перенаселение Алании. Численность постоянно живущих в ней иностранцев превысила обычное количество аж в 2 раза. Это вылилось в глобальную перегрузку всех государственных структур, от больниц и поликлиник до самой миграционной службы. Также вся социальная инфраструктура в виде кафе и ресторанов и каких-то увеселительных и досуговых развлекательных заведений были просто перегружены посетителями. Это вылилось в недовольство как местных жителей, так и приезжих иностранцев. Все это вылилось в закрытие на получение вида на жительство 4 популярных у иностранцев районов Алании. Однако хочу обратить ваше внимание, что для участия в программе на получение гражданства Турции все районы Алании открыты до сих пор. Друзья, соблюдение соотношения иностранцев к местным жителям критически важно и для самого государства, для целостности его политики и социального курса. Многие недовольные уезжающие транслируют позицию о том, что Турция теряет инвесторов, поскольку наблюдают рост цен на жилье, а также подорожание уровня жизни в целом. Однако, друзья, в сравнении с другими странами стоит отметить, что цены на оформление и содержание недвижимости в Турции до сих пор не догнали многие европейские страны, и другие страны мира. Например, по самым общим подсчетам в том же Дубае ежемесячные обязательные расходы на человека составляют около 2000 евро, и это без учета аренды жилья. В Алании же 2000 евро хватит и на аренду, и на проживание целой семьи. Много жалоб от уезжающих поступает о том, что, например, невозможно открыть счет в турецком банке. Друзья, это неправда. Около 2-3 турецких банков до сих пор открывают счета иностранцам при соблюдении нескольких условий. Решение о невозможности открытия счетов иностранцам в какой-либо стране — это всегда политически взвешенное решение. Например, сейчас в Казахстане отказывают в открытии счетов иностранцам. И это не просто какое-то такое сиюминутное решение, это действительно экономически обоснованная мера. Еще один весомый аргумент в пользу Турции — это титульная система собственности, которая действует как для иностранцев, так и для местных жителей. То есть иностранные инвесторы уравнены в правах с местными. Согласитесь, не все страны мира дают такие привилегии иностранцам. Например, популярная Индонезия, Бали. Ваша недвижимость как иностранца находится у вас в аренде. В Арабских Эмиратах не все районы открыты для приобретения недвижимости иностранцами. В Таиланде установлена квота, согласно которой иностранцам также доступна часть объектов недвижимости на приобретение. В остальных случаях вы можете оформить только долгосрочную аренду. Некоторые страны мира вообще не дают возможности иностранцам оформлять в собственность какие-либо объекты недвижимости. За всю историю существования Турецкой Республики здесь ни разу не отобрали собственность ни у одного иностранного инвестора. Более того, Турция до сих пор, в отличие от многих стран мира, не проверяет происхождение ваших средств. Настоящего инвестора такая политика турецкого
турецкого государства, наоборот, простимулирует на внесение инвестиций в экономику этой страны. Теперь хочу поговорить с вами о второй тенденции на рынке недвижимости в Турции. Здесь изменили порог получения вида на жительство. Ранее он составлял $75 тысяч США. Сейчас этот порог подняли до $200 тысяч США. Согласно букве закона, эта сумма должна быть отражена в кадастре. Но мы надеемся, что будет допустимо указание этой суммы в экспертной оценке, так как официальные разъяснения закона до сих пор не вышли. Эти новости опять открывают портал негодования со стороны диванных критиков, которые утверждают, что это запредельный порог для Турции. Друзья, давайте сравним другие страны в этом значении с Турцией. Например, Испания. Здесь порог недвижимости составляет 500 тысяч евро для получения вида на жительство. Далее у нас идет Португалия от 250, Таиланд $309 тысяч и Арабские Эмираты $204 тысячи. Мы видим с вами, что порог стоимости для ВНЖ в Турции даже после его поднятия стал не выше, чем в остальных странах. Обращаю ваше внимание, что если ваша недвижимость приобретена на сумму дешевле, чем $200 тысяч США, Турция не запрещает вам подаваться на вид на жительство. Единственным условием будет его получение по правилам туристического ВНЖ. Это значит, что первоначальный вид на жительство вы получите на срок от 6 месяцев и в будущем не сможете претендовать на получение гражданства по основанию владения недвижимостью. Третья, самая важная тенденция, на мой взгляд, это отсутствие изменений в программе получения гражданства Турции. Напоминаю, что при приобретении недвижимости на сумму эквивалентную $400 тысяч США инвестор имеет право участвовать в программе получения гражданства Турции. Преимущества гражданства Турции мы с вами уже обсуждали. Ссылка на это видео появится в правом верхнем углу экрана и также в описании к этому видео. Давайте сравним другие страны с Турцией по возможностям предоставления гражданства за инвестиции. Например, Таиланд. Здесь вы можете получить гражданство после 5-летнего срока. Когда вы получаете визу инвестора за инвестиции за сумму $309 тысяч США, безвылазно живете по этой визе 5 лет в Таиланде и затем можете податься на получение гражданства. Примечательно, что здесь потребуется подтвердить уровень дохода, сдать экзамен на знание тайского языка, присягнуть на верность родине и спеть тайский гимн. Аналогичная ситуация с Португалией. Гражданство вы сможете получить спустя 5 лет после внесения инвестиций в недвижимость этой страны в сумме $280 тысяч. С Арабскими Эмиратами все гораздо сложнее. Просто за инвестиции в недвижимость этой страны гражданство вы не получите. Помимо этого, вы должны быть выдающимся деятелем науки или культуры. Например, последним известным иностранцем, который получил гражданство Дубая, был Павел Дуров. В Турции же оформление гражданства вы начинаете сразу после внесения инвестиций. Причем неважно, приобретаете вы строящееся или готовое жилье. Это вас по срокам никак не ограничит. Примечательно, что срок оформления гражданства составляет от 6 месяцев до года. При получении гражданства Турции вам не нужно отказываться от гражданства вашей родины. И примечательно, что гражданство вместе с вами получат ближайшие члены вашей семьи. Ну и в завершение сегодняшнего нашего разговора давайте попробуем объективно разобраться о том, почему интернет пестрит громкими заголовками о закате рынка недвижимости в Турции. Основная масса этой информации в интернете просто пестрит кликбейтными заголовками и ничего не имеет общего с реальностью. Здесь речь идет лишь о грамотном продвижении и маркетинге. Большинство так называемых экспертов, которые выражают негативную позицию по отношению к недвижимости Турции, на самом деле приехали сюда от силы год или 2 назад, как раз на волне ажиотажного спроса на недвижимость. И они думали, что так будет всегда. Друзья, ажиотаж когда-то должен пойти на спад, потому что он и так продержался порядка 3 лет. И мы когда-то должны были вернуться к нормальному рынку недвижимости, что мы сейчас и наблюдаем. Друзья, наша компания работает на рынке недвижимости более 20 лет. Мы за это время наблюдали разные периоды активности. И с уверенностью могу сказать вам, что в настоящее время мы наблюдаем очередной виток этого процесса. На самом деле рынок недвижимости развивается, и цены так и не дошли до ажиотажного уровня. Отмечу, что за все это время
В Турции не произошло каких-либо сильных ужесточений в программе получения гражданства или вида на жительство. Турция была и остается лояльной к инвесторам со всего мира. Сейчас цены снизились, привлекательность турецкой недвижимости никуда не делась. Друзья, уже завтра вы можете получать дивиденды от вашей квартиры на море, ведь сейчас время возможностей. Все самые горящие, ликвидные, замечательные предложения вы можете найти у нас в Инстаграме, на этом YouTube-канале и во всех остальных социальных сетях. А про новый интересный закон о краткосрочной аренде я расскажу вам в следующих видео. Пока-пока!